Всем привет! Приехала сейчас на брови. У меня уже они совсем, надо их подкрасить. Ну, в основном я езжу, чтобы сделать форму. Девочка очень хорошо делает, быстро. Так что покажу, какие у меня будут красивые бровки. Так как у нас предстоит поездочка с мужем и с Ленкой, надо быть красивой. Так что особенно у меня страдает вот эта бровь. Она какая-то немножко тут у меня не хватает. Поэтому нужно подкрасить, форму придать. И все, будет красота. Типа результат. Сделать до и после. Вот уже звонит мне любимый. Блин, там посуда же. Все. Все. Не благодари! Сердце! И ты машешь. Пришел наш сынуля со школы. Получил он оценочки, уже за четверть выставили. Средний балл 8,4. Ну, в принципе, для первой четверти, думаю, хорошо, да, Мартин? В старшей школе, в 5 классе. Ну, Мартин обещает нам, что вторая четверть будет лучше. Да, Мартин? Это 5 класс он перешел, вот эти все движения с кабинетами, новые учителя, да, какие-то предметы, наверное, посложнее стали, да? Вот, в Беларуси у нас тут сколько, 10-бальная? 10-бальная система. Забыла, 10-бальная система, и вот по этой 10-бальной системе у Мартина средний балл 8,4. Ну, для первой четверти, ладно, будем... Следующий постараюсь. Да, следующий Мартин постарается. Так что, Мартин, тебя поздравляем. С завтрашнего дня начинаются у Мартина каникулы. У-ху! Каникулы у Мартина. Будет отдыхать, сыночек наш. Спать. В первую очередь это будет спать, Мартин. У нас продолжается еще музыка. Английский, да, Мартин? На каникулах это не отменяется дело. Ну, рано просыпаться не надо будет. Тише, тише, чего ты? Будешь ням-ням? Давай, залазь. О, так. Давай, 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 давай. Ох, сирена ты наша. Папа сварил борщик вчера. И сегодня этого борщика уже нету. Вот доедаем последние тарелочки. Давай. Вот молодец. Тебе тоже вкусненько? А, Лена, вкусненько тебе? Ням-ням? Папа вкусный борщик готовит. Папа шеф-повар у нас. Да. Папа готовит редко, но когда приготовит, очень вкусно получается. Ну, с каким аппетитом детки топчут. Ням-ням. А, вот, кстати, по труду. Мы же пилим на труду, а девочки готовят. Угу. Им заготовку ставят выше балл, а нам ниже. Им 7 девятки, некоторым десятки даже, а нам 7. А тебе что по труду? Мне 8. 8. У Мартина все 8. 7 нету, только 8 и 9 там немножко, да, 9? 4 штуки. Ну, класс, хорошо. Хорошо, я считаю, что нормально, да? Давай, Алена наша старается кушать уже сама. Конечно, получается не очень еще хорошо. Но мы учимся. Вот так, мимо все. Все вылилось, пока донесла до ротика. Давай мама тебя покормит, давай? Давай мама покормит тебя. Нет. Давай мама покормит. Давай маме ложку. Нет, сама будешь кушать. Сама будешь кушать. Давай, кушай сама. Можно слюнявчик дать. Вот так. Или слюнявчик дать? Слюнявчик уже весь мокрый. Будем переодеваться потом. Давай, теперь я давай буду кормить тебя. Давай мне ложечку.
Что там у тебя? Ох. Нет, она просто еще учится. Молодец. Давай еще вот так. Умница. Вот так. Хорошо, что есть стиральная машинка. Вкусненько? Жаль, что нет посудомойки. Да, скоро у нас в доме будет посудомойка. У нас здесь некуда ставить посудомойки, места нету, кухонька маленькая, все очень маленькое. И когда нас стало очень много, уже ничего не помещается, и в комнатах... И мы не помещаем. Да, постоянно бардак какой-то. Потому что много вещей, а комнаты всего лишь 2. Вот. Так, едем сейчас к нам на дом. Что мы там будем смотреть сейчас? Смотреть столешницу, выбирать цвет столешницы под камин. Вот, камин какой у нас будет. У нас камин будет Камин белый. у нас будет не кирпичик. камин, а кирпич белый. Кирпичик белый. А столешница будет серенькая, ну или... Бело-серо. Ну, сейчас мы выберем, короче, что там будет у нас. Так что скоро у нас красота будет. Сейчас нам привезли уже образцы. Мы сейчас будем выбирать цвета. Заходим. О, что у нас тут? У нас тут бардак. Два варианта, да? Там Есть больше серый. вариантов, ну, это серые. Там еще темный есть, Там очень есть черный. черный, есть серый с белым, с красным, с разводами. Ну, такой, Это да. вот здесь вот сверху будет? Да, выпирать сюда будет. А можно? Давай положим, посмотрим. Ну, хоть так примерно. Может, сразу вырезали? А как ты, что ты тут увидишь? Ну, хоть Давай так. уже потом оно, когда уберется бумага, тебе будет лучше видно. Все равно же белый будет этот. Кирпич-то белый будет. Нет, Не знаю, может туда не знаю, может вот этот. искусственный камень. Как-то мне напоминает Даже это. там написано это- Неро. Так это и есть. А Неро это Гробовую искусственно? эту Так доску. это и В есть. основном Неро, Да. это как бы кварц нашел. А это натурально, да, типа? А это натурально. Это чтобы не обвалилось, да? Она не валится. На нее уже можно стать, без этой доски даже. Мгм. Мгм. Класс. Давай с выступом красиво, Серега, молодец. Ты ж не хотела. Ну, красиво получилось. Так я тебе говорил нормально. Ну, я ж послушалась. Ты сказал, что будет красиво. По-другому будет, понимаешь? Более темный камень это Финляндия. Курогрей называется. Более светлый камень Финляндия. это российский. О, Финляндию тогда надо брать. Точно, все. Пятерка, один сляп остался. Ну, толщина пятерки. Не тройка, нету, именно пятерка остался один сляп. Темный? Да, я сегодня смотрел, ну, по сляпам, чтобы оставалось, чтобы предложить. А этот у вас украинский еще какой-то есть там? Украинские багажники. Там Фашист, 6 как это сантиметров. называется. 6 сантиметров напускаем. Хорошо, да, мы же уже говорили. Приблизительно 6, да, правильно же? Да, все правильно. Вот еще один есть вариант такой черный. У нас кухня будет с черными ручками. Вот как вариант можно вот такой еще рассмотреть. Сейчас еще спросим про цены, что почем. Будем уже. Это украинский? Ну, сейчас спросим. Фух, я уже прям замерзла на улице. Сегодня уже похолодало так серьезно по-осеннему. В общем, что мы выбрали? Нам предложили 3 варианта. Финский камень, украинский и российский. Финский мы сразу отказались, потому что это очень дорого. На наш камин получается с работой где-то $600. Ну, даже 600, наверное, с чем-то. Это очень как-то дорого. Я в шоке. Если честно, не ожидала, что это для камина, ну, вот эта столешница так дорого обойдется. Потом мы остановились, мы решили, что мы будем делать украинский. Это где-то нам посчитали с работой $460. Тоже дорого, но хотя бы не 600. В общем, мы остановились на украинском, но цвет
Цвет, ну, нам как-то он никуда не подходит. Черный, там черные пятнышки. И придется нам, наверное, все-таки остановиться на российском камне. Там более светлый цвет, такой серые тона, серо с белым. Более как-то нам, наверное, все-таки подойдет, потому что общая у нас фон в доме бело-серым. Поэтому камин, у нас камин будет белый кирпич, а уже столешницу немножко контраста добавим что-то серым. Поэтому черный украинский камень мы уже отказались от него. Будем делать российский белый с такими крапинками. 400, сколько я сказала, $460 это камень и плюс работа. Через неделю, сказали, уже сделают. А камин не делается, останавливается работа, пока не сделают вот эту столешницу. Когда ее сделают, камин начнется дальше выкладываться. И все, потом запустится, и будет у нас уже, ну, я так думаю, запустится, и будет тепло. В общем, вот так, определились. Так, следующее у нас по планам собраться в завтрашнюю поездку. Завтра мы едем с мужем и с Леонкой в Киев на 2 дня. Это будет деловая встреча с нашими партнерами по работе. Ну и совместим приятно с полезным. Мы сняли там номер в отеле. Классно, тоже об этом, кстати, я буду снимать. Обзор номера сделаю. Там бассейн есть. Это территория... Теннисная академия какая-то там, ну, в общем, на этой территории какое-то кафе или ресторан, бассейн, корты теннисные. То есть можно и отдохнуть, поплавать. Ну, и, как я уже говорила, у нас будет встреча. Поэтому, чтобы все это приготовиться, мы еще должны много успеть дел сделать. Уже у нас время, наверное, часа 4 дня. Поэтому мне нужно сложить еще вещи, собрать чемодан, приготовить детям что-то. Дети остаются с тетей Олей, оставить им какие-то вещи, показать, что они будут одевать, носить, что-то покушать, приготовить, убраться в доме, чтобы все чистенько было. Всех помыть, себя помыть. И все. И завтра рано-рано утром мы выезжаем. Для меня это приятная такая поездка, потому что я обожаю ездить, путешествовать. Пусть это 2 дня, но для меня это будет такой релакс, смена обстановки. Даже, конечно, в идеале было бы поехать вдвоем, но вдвоем мы уже очень давно не отдыхали, потому что мы многодетная семья, у нас нет бабушек, у нас нет дедушек, помощников. Есть только одна единственная тетя Оля, которая иногда помогает. Отвезла Мартина еще на репетицию с группой. Забежала в магазин, что-то надо с собой в дорогу купить, собрать чемоданы, и все. И мы готовы. Отвезла Мартина еще на репетицию с группой. Забежала в магазин, что-то надо с собой в дорогу купить, собрать чемоданы, и все. И мы готовы. Ну вот, я уже скупилась немножко. Покажу, что я взяла с собой в дорогу. Это печеньки для Леонки. Ленка будет кушать. Пюрешки вот такие. Она их любит, и в дороге с ними очень удобно. Таких я купила штучек 6, наверное. Салфетки влажные, естественно, в дорогу необходимые. Кока-кола. Не знаю, что много противников этого напитка, но в дорогу она нас выручает. Когда кушаешь и сидишь без движения, кока-кола спасает. Там все процессы, которые надо, работают правильно. Кишечник и желудок, все не останавливается во время дороги. Все хорошо, все очень работает. Так что мы в дорогу всегда берем кока-колу. Также я взяла такой тостовый хлеб, только такой фирмы беру, потому что, как я уже говорила, бутерброды очень классные, именно вот с такого тостового хлеба. Ну, такие штучки, это чисто похрустеть, хлебцы. Детям оставила кульки, оставим такие с молоком, они любят на завтрак.
колбаска Мартина любимая. Ну и сосиски. Сосиски мы берем только такой фирмы. Карапузики. Оливия ест, кстати, только из колбасных изделий только такие сосиски этой фирмы. Она не ест ни мясо, ничего, не ест никакие колбасы. Сосиски только вот такие. Ну и макароны, спагетти из твердых сортов мы только берем. Вот это тоже детям останется, чтобы тетя Оля их кормила и чтобы мы сильно их не напрягли, потому что у них тоже семья большая. Мы немножко им оставим продуктов. Ну и вот такие вот штучки. Если это тоже дорогу погрызть, чтобы, чтобы, если вдруг захочется что-нибудь погрызть сладенького. Вот, ну и бананы. Наверное, все, больше я ничего такого не покупала. Вот сейчас жду Мартина с репетиции, мы поедем, и останется мне собрать чемоданы. Покупать Леонку еще надо. Фу, и вечер закончится.